Всем привет! Решила сегодня записать видео-рецензию на одну из недавно прочитанных мною книг. Это книга Мишеля Пастура «Синий. История цвета». Вообще, как я поняла из предисловия, автор планировал написать большую энциклопедию, в которой рассматривались бы истории основных цветов на протяжении веков. Однако пока что книги выходят отдельными экземплярами по каждому цвету. И я, поскольку серию очень люблю, желаю автору здоровья, чтобы как можно дольше мы могли этим творением наслаждаться, чтобы он успел написать про каждый из цветов. Почему же автор начал с такого, казалось бы, неочевидного голубого цвета, синего цвета? Дело в том, что ему хотелось начать с какого-то более-менее простого цвета, и именно из-за того, что синий цвет на протяжении веков не играл одинаковую роль, не имел одинаковое значение и на самом деле практически отсутствовал в мировосприятии древнего человека, он и начал именно с этого цвета. Для меня было крайне удивительным узнать, что, оказывается, люди в эпоху античности совершенно не воспринимали ту же радугу, как мы ее воспринимаем сейчас. То есть в работах мыслителей ранних эпох абсолютно отсутствовал синий цвет как часть радуги, как часть окружающего мира. То есть вода в ручье или вода в море описывались ими абсолютно другими словами, точно так же, как радуга у них состояла там из белого, красного, желтого и пурпурного или там фиолетового цветов. То есть синий цвет попросту не фигурировал. Более того, в то время как для красного, для каждого из его оттенков, для более насыщенного, для какого-то более блеклого, имелись свои отдельные слова в языках, для синего не то что как бы для его оттенков, а для него самого зачастую в языках просто не находилось никаких слов, и этот факт крайне сильно удивил меня. Этот цвет не упоминается, когда люди описывают что-то в собственных произведениях, и долгое время он действительно не существовал для древнего человека, отсутствовал в их восприятии. И переломным моментом для данного синего цвета стало то, что в определенный период возникли интенсивные споры между католиками и протестантами относительно того, как должно выглядеть убранство храма. Как мы все знаем, протестанты выступали за более такое скромное, скудное обустройство храма, потому как связь с Богом, она у человека в сердце, она у человека внутри, ему не нужны ни посредники, ни какие-то вот эти вот места излишне украшенные, которые абсолютно ничем не подкрепляют, не усиливают веру в Бога. Таким образом, возник колоссальный спор относительно того, как убранство храма должно выглядеть, нужна ли позолота, нужны ли витражи и так далее и тому подобное. И сторонники минимального убранства храма приходили все чаще к выводу, что храм, как минимум, должен быть не перегружен деталями и должен быть светлым. И именно из-за близости голубого оттенка к такому нейтральному, как вы можете видеть на мне сейчас, именно к близости его к свету, его начали воспринимать как какой-то хороший, благожелательный цвет. Отсюда у нас появляется знаменитое голубое синее одеяние Богоматери. И уже впоследствии синий цвет, голубой цвет начинает уходить в моду. Наконец-то появляются одеяния королей, он также приходит на гербы. Многие из вас, наверное, сейчас сразу же вспомнят гербы французских королей, желтые лилии на синем фоне. Именно тогда массово начинает синий цвет проникать в жизнь человека нового времени, и уже постепенно закрепляется там с каждым новым костюмом, с распространением как королевского синего, так и нежно-голубого. И в конце концов этот цвет становится цветом джинсов, которые появляются у нас вот
в середине XIX века, как наиболее такая крепкая одежда, даже, может быть, середина, конец XIX века, как одежда рабочего человека, которая уже в начале XX века постепенно трансформируется и переходит в повседневную жизнь. И сейчас многочисленные опросы жителей Европы, поскольку автор француз, и он часто прибегает именно к европейским исследованиям, по мнению европейцев, синий цвет — это сейчас их самый любимый цвет, то есть когда проводят голосование, он оказывается постоянно на первом месте. Таким образом, для меня колоссальный интерес представило чтение этой книги именно за тем, чтобы проследить историю от цвета, который человеческий глаз как будто бы даже не воспринимает, до самого любимого цвета. Это поистине интересно. Также хотела упомянуть, что книга невероятно легко читается, и я просто обожаю, когда автор прибегает к объяснениям относительно тех или иных явлений. Например, поскольку произошло такое-то событие, это увеличило популярность голубого цвета. Или поскольку у нас в тот момент красильщики окрашивали ткани в разных цехах, поэтому случилось что-то еще. Или таким-то образом только можно было изобрести какой-то другой оттенок. В общем, книга небольшая, читается легко, поэтому если вас заинтересовало, то да, однозначно рекомендую.